7 часов. 7:00. Мы только выезжаем с кемпинга. Нам еще полчаса ехать до парковки, и мы, как обычно, опаздываем. Я не опаздываю. Опаздываешь ты. Мы опять опаздываем. Я не опаздываю. Ладно. Опаздываешь ты. Короче, все, Я быстренько задерживаюсь. бежим на кемпинг. Ой, на кемпинг, на Пьем парковку. кофе. А ну быстренько летим на эту парковку и летим на гору. За час поднимемся, я думаю. 100%. Все, Мы ж профессионалы. до встречи. Ну и так, мы приехали на парковку, запарковали нашу машину там где-то и сейчас стартуем. Перед выходом мы совершили 2 ошибки. Когда был интернет, мы не купили страховку и не загрузили карту. Поэтому у нас нет ни карты, ни страховки. Вероятность того, что мы пройдем маршрут целиком, 50/50. Дорога от парковки проходит через лес по вот такому щебню. Нормально. Пару километров так идти. Там дальше будем смотреть. И мы Как опаздываем. дорога. Видите, мы опаздываем. Да блин, что-то все сегодня не так. Проспали. Долго собирались. Не загрузил карту. Не купили страховку. Вся надежда на тот опыт, который мы приобрели в Татрах. В принципе, в Татрах-то нам уже ни карты, ничего не надо. А здесь Только пойдем на единственное- ощупь. Разница очень большая между Татрами и этим парком. Ну, посмотрим. Но и идти по маршруту, по которому ты ни разу не ходил, Тут разница без карты. в том, что маршруты не маркируются цветом. Тут все одинаковые. Надо ориентироваться по табличкам. Кстати, да, вот уже прикол в этом. Непонятно. Ну, Где какая трасса? смотрим. Вроде бы визуально запомнил фильм, который смотрел на эту тему. Как тут идти? Короче, у Вспоминать. нас вообще вся эта поездка спонтанная получилась. Мы ж не планировали сюда ехать. И идем мы сейчас тоже чисто спонтанно, без карты, без ничего. Ну да. Ну да, спонтанно из-за изменения погоды. Что здесь погода один день была плохая, а в Татрах всю неделю. Короче, как будет, так будет. Да. Ну что, мы приближаемся к развилке. Скоро будем на месте. Уже из леса вышли, идем через Ущелье. такие как бы маленький лесок, кустики. Вот. Мы поднялись примерно на метров 300, мне кажется. Идти туда. Но там придется так добро покарабкаться. Он вертикально почти. Идем, я решил попробовать. По дороге на вершину мы встретили, не поверите кого. Вон они идут за спиной. Телочек. Смотрите. А вон маленькие бычки. Вот это маленькие бычки. Му! Вот так. Высота примерно 1,5 километра, а здесь коровы пасутся. Вот так вот.
практически полпути. Сейчас у нас высота 1763 метра. Вот, еще где-то 1100 осталось. Сейчас сделаем перерыв, чай попьем, съедим Чаек. по бутеру и двигаемся дальше. Так, мы перекусили, оделись потеплее, тут уже холодно. И все, бежим дальше. Но мы опять опаздываем, не успеваем. Мы не опаздываем. Опаздываем. Мы не Уже опаздываем. часа на 3 опаздываем точно. Я не опаздываю. Все, бежим, побежали. Итак, мы преодолели отметку 2000 метров. Осталось еще 800 с копейками. Короче говоря, еще много идти. Но уже 2000 хотя бы преодолели. Мы пришли к развязке. Триглавский дом, 30 минут осталось. Как ощущение? Ощущение супер. Я думаю, что мы опаздываем. Кто опаздывает? У меня есть такое предчувствие. Кто опаздывает? Я не Мы опаздываю. опаздываем. Мы уже встретили людей, которые вниз идут. Но я не опаздываю. Мы еще до верха не дошли. Я не опаздываю. Я иду вовремя. У тебя А вот какие-то другие часы неправильные. ты? Я никогда не опаздываю. Ладно, все, нема часу, надо Я быстро хотела лететь. показать, что мы пойдем вон туда, вон туда. Вот туда. Еще бы кто-нибудь видел, что у нас перед нами внизу. Сейчас покажу. Вот сколько мы прошли. Вот с той долины шли. Ну вот, мы зашли в Скранийско попить горячий чай, перекусить, отдохнуть, а после идем на штурм. Вон туда, где люди карабкаются. Это вершина Малый Триглав, потом они переходят туда дальше. И вот сам Триглав. Итак, мы находимся в Скранийске. Триглавский дом на высоте 2500 с чем-то там. С чем-то там. Да, Мы уже устали. устали реально. Не знаю, лично мне уже хочется прилечь. А еще идти вверх 384 метра. И все, после этого уже только вниз. Я пью чай, а хотела бы пить глинтвейн. Да. Здесь холодно очень. Честно, это тяжело. Даже близко с рысами это вообще не сравнишь. Это прям очень тяжело. Но это не Эверест. Но получается, что мы сделали набор Так что уже. это не очень тяжело. Мы набрали только 1600 с чем-то метров. У нас еще остается это, и получится почти 2000 метров набор высоты. Вот. Вот. Так что отдыхаем. И сейчас будем собираться в бой. Состояние подвыжатого лимона.
будем вылетать. Мне, если честно, хочется просто лечь и уже поспать, наверное. Это через примерно 8 часов ты сможешь Я делать. подумаю, сколько нам спускаться вниз, мне становится... Да, подняться сюда на 2000. Это полдела, еще 2000 метров вниз идти. Да, самая тяжелая часть еще спуститься. Надеюсь, все получится. Мы как-то дойдем до машины. Ну, может, можно спуститься здесь на полу поспать. Я доползу. Ну что, мы, други, немного сделали Запаковались. экипировку, запаковались. Холодно. Тут еще и снег. Холодно, да. Июль месяц, а снег же лежит. Ветер Ну, по холодный. ощущению до 5 максимум сейчас плюс. Ну, очень холодно. Все, короче, Пора. штурмуем, идем вверх. Ну что, мы поднялись на первую вершину Малый Триглав, называется. 2700, ой, не помню, если честно. Ну, 2700 с чем-то. Как ощущение? У меня шок. Шок. Мне кажется, у меня сейчас станет сердце от прилива адреналина. Ну, А еще мне кажется, что я сегодня отсюда не спущусь. Мне нужен вертолет. можно заночевать, но тут холодно. Тут капец страшно. Короче, это не просто. Поэтому такой вымогаёнцы. Сложный. Но Мне если казалось, я не боюсь высоты. в один день тяжело это делать. Мне казалось, я не боюсь высоты. Оказалось, что я все же боюсь высоты. Какая-то Потому что там... вот там с хрониской между нами, это маленькая. Там... Тут панорама капец. А нам еще идти осталось чуть-чуть. Вот, блин, подожди, где рука? Вот туда подняться. Ну и все, финиш. Ну как финиш? Полдела, поднялись, надо спуститься еще. Ладно, все, до встречи на следующей вершине.
Ну что, нам удалось подняться на вершину Триглав. 2864, по-моему, Да. если не ошибаюсь. Самая Удалось. высокая точка Словении. Легко это не было. И учитывая, это уже сейчас 5:30 вечера, дальше нас тоже ждут приключения. Увы. Но мы только поднялись, а надо еще вниз как-то сойти. Самое тяжелое это сойти. Фух, Но ну, надеяться, что все будет. мы это сделали. Я вернулась домой и лучше вот посидела в тюрьме, чем вот это вот все. Это Настя, короче, стресс снимает при спуске. Шок. У меня такой шок, что у меня такого шока, наверное, еще не было. Я сегодня, не знаю, раз, наверное, 10 уже попрощалась с жизнью и думала, что останусь на этих скалах. Да. Никогда не спущусь. Вон туда еще нам вниз надо, где снег лежит. А потом дальше туда. Короче, еще дофига. Нам хотя бы сойти с этого опасного места и уже идти спокойно. Аккуратно, держись там крепко за эти штуки. Там только задом можно спуститься. И держись аккуратно и крепко за них. Еще чуть-чуть нам осталось ходить вниз. До этого схрониска дойти бы, слава богу. Там уже будет легче дорога. Короче говоря, обратная дорога, скажем так, ни разу не проще, чем наверх. Очень сложно. Вот по таким скобам. Этой тросу, поэтому нужно идти вниз и как-то вот туда попасть на эту тропу. Земля. А мы только что спустились вот оттуда. Мы просто тупо шли по отвесной скале вертикально вниз. Ты в шоке? Я в шоке. Мне кажется, я как минимум должна похудеть на 10 килограмм.
И пресс должен стать кубиком. Это ужас! Просто это тяжело было. Реально. Все. Надо идти еще пару часов вниз. Расхранишься, потом вправо дойдем до этого разветвления. Потом куда мы пойдем? Это Хуй его знает. Не знаю. от Схрониска. Ну что, мы прошли со Схрониска. Второе. Двигаемся к перевалу. Его не видно там. Оно за горой. Двигаемся к перевалу. С этого перевала уже идет разветвление к той долине, с которой мы начали. Да, и вся проблема в том, что уже село солнце. И осталось буквально полчаса, и станет темно. Ну ничего. Главное дойти. Все почему, Витя? Потому что мы Опаздываем. Все, до встречи уже внизу. Тут больше нечего вам показывать. Особого такого. Самое интересное уже было снято. Пока. Ну что, мы подошли к перекрестку. Теперь уже прямой путь в долину практически. Смотрим, что там написано. Ага, 2:30 показано. Еще 2:30 идти. Дофига. Короче, дофига еще. Вот. Так здесь 2:20 высота еще. Да ладно. Ну вон 2:20 метров. Итак, друзья, в общем, какие впечатления о нашем походе на Триглав? Это очень тяжелый поход, и так как мы его сделали за один день, обычно его люди делают за 2 дня с ночевкой в Схрониске наверху. Что и мы рекомендуем. И делать. да, что и мы рекомендуем. Мы вышли поздно, мы вышли в 8 утра, мы были на парковке на старте, а вернулись обратно только в 1:00 ночи. То есть у нас весь поход занял около 17 часов. Это было И очень тяжело. Это было очень тяжело. В 17:30 мы были на вершине Триглав. Вот. И где-то в 18 начали только спуск вниз. То есть там часть видео мы не сняли до конца, потому что это было бессмысленно, было уже темно. И мы сильно устали, и хотелось как можно быстрее дойти до машины. Ну и плюс, да, спуск. Вот. Самое, наверное, тяжелое подняться. Нормально, а вот спуститься это было реально как-то тяжеловато. Технически я не назвал бы его супер каким-то сложным, но физически он очень сложный, задолбал просто. Это было очень тяжело. Вот. И мы на обратном пути как шли, как вспомню, с фонариками на лбу через лес, ничего не видно. Это просто кошмар. Мы думали, что уже заблудились или ходим по одному и тому же месту. Это было ужас просто. Ну, просто надо Вот. грамотно на 2 дня разделить. Грамотно. Все окей. Да, если нормально к этому подойти на 2 дня, то это довольно, не сложно, это довольно легкий относительно. Мы шли без страховки. Кстати, там биоферрата, и нужна страховка, пояс и карабин специальный для биоферраты. Мы шли на свой страх и риск без страховки, но Но лучше рекомендуем, так не делать. рекомендуем, конечно же, брать страховку на всякий случай. Хоть и биоферрата не супер сложная, она А и А+ сложности, но Не, ну да, местами мне было уже тяжело, и я реально жалела, что не было страховки. есть моменты очень опасные, где там обрывы по 300 там, и больше метров, просто там пропасть. Жизнь одна, и Вот. лучше брать с собой страховку. Так что да, лучше перестраховаться и иметь страховку. Каска там обязательно, это 100%, потому что на спуске, когда мы спускались, я впервые шел, Настя была сверху, и некоторые камни мне прилетели по голове, хорошо, что небольшие. Ну да, и в итоге мы чуть позже уже начали большее расстояние друг от друга брать, чтобы не скидывать друг на друга камни. Ну, я уже сидела, просто ждала, когда ты пройдешь подальше, чтобы реально камни не посыпались на голову. Потому что даже каска в этом случае не всегда поможет. Ну да, если большой какой камень прилетит, то это будет уже слишком. Вот. А к тому же еще был дождь ночью, ну, за день до этого, и ночью был дождь сильный.
И дорогу на спуск очень сильно размыло, там просто кошмар был. Она была намного сложнее, чем казалось вообще. Вот. Такое впечатление. Но это того стоит. Ну, да, стоит посетить. Реально очень крутая вершина. Не супер тяжелая, но главное просто нормально подготовиться. У нас это было все спонтанно. Ну да, мы когда даже вышли, у нас не было навигации, карты оффлайн не были скачаны, и мы банально даже страховку не купили. Вот. Но там сверху был интернет, и как бы нормально все получилось. Вот так вот. Ну что, до встречи в следующих наших видео и наших приключениях. Следующие будут, наверное, уже более подготовленные. Ну да. Все, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока. Пока.